На фоне резкого обострения отношений между Ираном, Соединенными Штатами и Израилем, а также после завершения первого раунда переговоров в Омане, который, хотя и должен быть продолжен, пока не принес ощутимых результатов, иранские источники начали публиковать подробности сценария возможного ответа Тегерана на военную атаку. Агентство Тасним, аффилированное с корпусом стражей Исламской революции, сообщает, что Иран заранее разработал комплексный план действий на случай американо-израильского удара, предусматривающий неограниченный ответ, а широкомасштабную региональную конфронтацию. Согласно этому плану, в первые часы после возможного нападения предполагаются массированные удары баллистическими ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке и в Западной Азии. Зона конфликта, как подчеркивают источники, сознательно будет расширена за пределы территории Ирана, чтобы перегрузить американские силы и лишить их оперативного преимущества. Параллельно Тегеран намерен задействовать потенциал кибервойны. Атаки на логистические цепочки США, системы командования и управления, а также попытки дестабилизации стран, на территории которых размещены американские войска. Отдельное место в стратегии занимает морское направление. Военно-морские силы КСИР отрабатывали тактику так называемого «роя», предполагающую использование большого количества малых катеров, оснащенных ракетами и торпедами, для атак и перегрузки крупных боевых кораблей. В рамках этого сценария Иран рассматривает возможность блокирования Ормузского пролива. По оценкам иранских источников, такой шаг может привести к резкому скачку мировых цен на нефть, вплоть до уровней выше $200 за баррель, что нанесет серьезный удар по глобальной экономике и усилит давление на Вашингтон. В этом же контексте звучат заявления о намерении препятствовать проходу через пролив американских, британских, французских и немецких судов. Стратегическая цель Тегерана, как подчеркивается, заключается не в краткосрочном военном ответе, а в создании для США неустойчивой, многопрофильной конфронтации. Речь идет о синхронном давлении на американские интересы сразу в нескольких точках региона – в Ливане, Йемене, Ираке и потенциально в Сирии, с одновременным задействованием союзников и прокси-групп. Такой подход по замыслу иранских стратегов должен втянуть весь регион в кризис и лишить США возможности локализовать конфликт. На этом фоне Соединенные Штаты демонстрируют готовность к силовому сценарию. Пентагон опубликовал кадры авианосной ударной группы USS Абрахам Линкольн, находящейся в Аравийском море. Уже на следующий день после фактически безрезультатных переговоров с Ираном в Маскате атомный авианосец посетили спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и глава Центрального командования ВС США адмирал Брэдли Купер. Сам факт визита американских переговорщиков на корабль, находящийся в готовности к нанесению ударов по Ирану, был воспринят как прямая демонстрация силы и сигнал Тегерану. Параллельно израильские и западные СМИ сообщают о выдвигаемых требованиях администрации Дональда Трампа к Ирану. По данным израильского канала 14, они включают полную отмену иранской ядерной программы, нулевое обогащение урана, ликвидацию всех возможностей по обогащению, вывоз всего обогащенного урана за пределы страны, ограничение дальности иранских ракет до 300 километров, демонтаж так называемой шиитской оси и введение жесткого, всеобъемлющего контроля над Ираном. В Тегеране такие условия воспринимаются не как переговорная позиция, а как ультиматум, фактически направленный на лишение страны стратегического сдерживания. Дополнительным инструментом давления стали экономические меры. Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить дополнительные пошлины. В качестве примера указывается уровень до 25% на товары, импортируемые в США из стран, которые прямо или косвенно торгуют с Ираном.
Решение о целесообразности таких мер будет приниматься министром торговли США совместно с госсекретарем, однако окончательное слово остается за президентом. По оценкам Bloomberg, этот шаг может серьезно осложнить торговые отношения США с Китаем и поставить под угрозу торговое перемирие, достигнутое в конце 2025 года, спровоцировав новую фазу торговой войны. При этом сам Трамп, выступая на борту Air Force One, вновь заявил о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия, одновременно подчеркивая, что у него потрясающие отношения с иранским народом и что сейчас они готовы к сделке. Военная активность США и их союзников в регионе также нарастает. По данным иранских СМИ, подразделения американского спецназа Delta Force были переброшены в Туркменистан, в район, расположенный вблизи северо-восточной границы Ирана. Также сообщается, что BBC подтвердила размещение на авиабазе Ханья на Крите 3 самолетов воздушного командования, задействованных на ближневосточном направлении, один из которых приземлился на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии. Несмотря на заявления соседних с Ираном стран о том, что их воздушное пространство не будет использоваться для ударов, факты указывают на обратное. Великобритания, в свою очередь, перебросила 6 истребителей F-35B на базу РАФ Акротири на Кипре, а на американской базе Алюдейт в Катаре были зафиксированы новые прибытия тяжелых бомбардировщиков Би-52. Госдепартамент США одновременно ввел санкции против 14 судов так называемого «фантомного флота», задействованных в транспортировке иранской нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции. Журналист Axios Барак Равид, близкий к администрации Трампа, заявил, что в ближайшие дни Иран увидит определенные намеки на то, что может произойти в случае отсутствия соглашения, добавив, что в регионе ожидаются интересные события. Итог переговоров в Маскате, по оценкам иранской стороны, оказался таким же, как и ранее. Усиление санкций, введение 25% тарифов против стран, торгующих с Ираном, и срочные рекомендации гражданам США покинуть территорию страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаминеи охарактеризовал эти переговоры как полный тупик, выгодный исключительно Соединенным Штатам. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в свою очередь заявил, что в случае, если Соединенные Штаты нанесут по Ирану удар, у страны не будет возможности атаковать американскую территорию, поэтому ответ будет нанесен по американским базам в регионе. Он также подчеркнул, что Иран не намерен обсуждать свою ракетную программу ни сейчас, ни в будущем, и исключил вывоз обогащенного урана за пределы страны. В своих заявлениях Аракчи резко раскритиковал политику Израиля, назвав ее экспансионистской и основанной на ослаблении соседей, указав при этом на отсутствие международного контроля над израильским военным арсеналом, включая оружие массового поражения. Израиль со своей стороны также готовится к возможному развитию событий. По данным Едиат Ахронот, командующий ВВС и глава разведывательного управления армии провели продолжительное совещание, посвященное потенциальному удару по Ирану. New York Times опубликовала спутниковые снимки, свидетельствующие о восстановлении Ираном объектов по производству баллистических ракет, поврежденных в ходе прошлогодней атаки. На этом фоне в регионе формируются и новые политические конфигурации. По данным Middle East Monitor, израильские СМИ предупреждают о появлении новой оси на Ближнем Востоке после визитов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Египет и Саудовскую Аравию и подписания соглашений о сотрудничестве с обеими странами. Эти процессы происходят на фоне ослабления перспектив нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией и роста напряженности в израильско-египетских отношениях, что дополнительно усложняет региональный баланс сил. Таким образом, противостояние между Ираном, США и Израилем быстро приближается к опасной черте.
дипломатическое окно сужается, а военное и санкционное давление продолжает расти, увеличивая риск масштабной региональной эскалации с последствиями для всего мира. Как будут развиваться события дальше, покажет ближайшее время. Пишите ваше мнение в комментариях, подписывайтесь на канал и ставьте лайк, чтобы не пропускать самые важные новости мировой политики.